Приветствую вас! С вами я, Анатолий, и вы смотрите канал The Beggar Guardsman. И сегодня мы будем делать террейн своими собственными руками. Так что приступим. Я более чем уверен, у каждого из вас есть куча мусора или всякого хлама. Но по крайней мере у меня она точно есть. И вот она. Помимо разнообразного хлама, здесь есть кусок листового пластика 200 на 300 на 3 мм, также лист пенопласта толщиной около 17 мм. Из этого хлама я решил сделать террейн, сразу определившись с типом данного террейна, в моем случае индустриального, отбираю основные части, из которых будет состоять конструкция. Основанием будет тот самый лист пластика. Дальше беру консервную банку от чего-то там, располагаю ее в углу. Следом идет маленькая и большая банка от энергетика. Вот такая вот непонятная заглушка и вот такие крышечки от детских соков и смузи. Еще крышки от бутылок с молоком тоже пойдут в дело. Также пластиковые трубочки для питья и разнообразные ПВХ уголки и тройники, оставшиеся после ремонта. Теперь берем карандаш и обводим банки, дабы не потерять их место расположения и иметь хотя бы приблизительную схему. Также, отобрав подходящий ПВХ уголок, тоже обвожу его на том месте, где задумал его поставить. И сразу же решаю порезать пенопласт вот такими вот кусками. Как видите, я уже даже разметил, где и как он будет стоять. По ходу дела и импровизации придумал, как модернизировать среднюю емкость. Вот такая пластиковая крышка, не помню от чего, должна быть обрезана по линии маркера и станет своеобразной приставкой к баку. Вот так. А пластиковые трубочки будут выходить с крышки наверху в эту приставку внизу. Таким вот образом. Дерзко пробив дырку в меньшей банке, просверлив бутылочную крышку и подрезав ее таким образом, чтобы прилегала к поверхности банки, получаю такую конструкцию. Подумав, мне показалось, что как-то мало строений, и я решил из спруек повырезать длинные куски, зачистить их от выступающих частей и получить вот такие замечательные стойки. Две из них даже имеют вот такие шестигранные выступы. Их я решил оставить, поскольку выглядят они замечательно. По такому же принципу понарезал и зачистил кучу планочек, чтобы склеить рамную конструкцию. Вот одна сторона готова. А вот готова и вся рама. Внутрь будет помещена еще одна емкость. После манипуляции с новым объектом получилось что-то такое. И тут я понял, что абсолютно не представляю, как сделать покрытие на подставке хоть сколь-нибудь похожим на промышленное. Но я все же придумал. Лайк и подписка с вас за мою изобретательность. Знакомьтесь, это сетка для наружной штукатурки. Более чем уверен, что у каждого из вас что-то такое имеется где-то там. Она и сымитирует то самое покрытие. Также вырезаю в ней сразу отверстия под емкости и ограду, дабы они приклеивались непосредственно к подставке. Вырезанные кусочки тоже пошли в дело. Большой круглый на цистерну сверху, квадратный на площадку над рамой. А для приклеивания сетки я пользую обычный ПВА, просто нанося его на подставку ровным слоем. Что ж, сетка приклеена, так что приступим к заклепкам из ватных палочек. Нарезаем таковую мелкими кусочками, чтобы получились некие нашлепочки, и клеим на места предполагаемого соединения балок. А сейчас перейдем к кускам пенопласта. Беру остатки финишной шпатлевки и зашпаклевываю эти два кусочка, выравнивая их поверхность и создавая текстуру бетона. Теперь обычной строительной грунтовкой загрунтовываю поверх шпатлевки. Пока все это дело сохло, сделал перила на верхней площадке из кусочков литников, а также сделал некую лестницу из рамы и полоски сетки. Приклеиваю ее к конструкции и получается что-то вот такое. Следом склеиваю малую емкость с уголком. Заодно приклеиваю крышку и делаю некие ободки на емкости из обычных пластиковых стяжек, обрезая лишнее. Переходим к средней емкости. Как видите, она уже собрана. Пластиковую приставку приклеиваю с помощью поксилина для надежности.
трубочки и крышки на обычный суперклей, ну и ободки и стяжек как на меньшей банке. И наконец-то займемся большой цистерной. Сверху приклеиваю ту самую заглушку. Она отлично соответствует диаметру впадины посреди верха этой банки. А вот это самое Aquila, это идея, которую я хотел реализовать очень давно. И на самом деле где-то месяц назад, может чуть больше, я отформовал с помощью блюстафа, вот того самого блюстафа, вот эта формовка, вот эту вот крышку от коробки с дайсами. И на ней находится, как видите, та самая Aquila. Материалом стал тот самый эпоксилин. Естественно, нашлепка получилась ровной, а вот банка круглая, поэтому промежутки были тщательно заделаны все тем же эпоксилином. Как по мне, смотрится неплохо. Также я решил сделать некую панель из все той же пластиковой заглушки из кучи барахла и элемента из набора Imperial Bastion, ну и еще всякой дребедени сверху. А разместить эту панель я решил аккурат под Aquilой. Ну вот, после кучи манипуляций панель еще немного была доделана и приклеена, а все щели заделаны эпоксилином. Теперь поставим все это вместе, дабы иметь представление об общем виде. И поставим для сравнения одного из моих кассеркинов, сборку которых вы можете посмотреть по вот этой вот подсказке вверху экрана. Как видите, пехотинец почти полностью прячется за стеной. На вышке тоже все отлично. Поразмыслив за кадром, решил сделать захват вышки не бессмысленным делом. И немного переделал перила, вклеив с трех сторон магниты и посадив на магнит стационарные штормболтеры, тем самым дав защитникам объекта дополнительное вооружение. Грунтовка производилась остатками черного грунта от Army Painter. И теперь наша груда террейна погрунтована и уже не выглядит как набор для свиданий юного бомжа. Теперь это почти что готовый террейн. Следующим шагом станет покрас всего этого металликом из баллона. Ну что ж, как видите, металлик уже на месте, но не везде, поскольку бетонное ограждение будет другого цвета, а вот емкости и сама подставка покрыты металликом. Так что беремся наконец-то за покрас. Первым красим бетонный забор. Для этого пользую акрилик Enamel Pactra Dark Green A116. Вот забор и покрашен. Быстро, четко, с помощью аэрографа. Берем акрилик Enamel Pactra A74 алюминиум и прокрашиваем крышки на емкостях, а также решетку на подставке и вышке. И еще заклепочки. Следующий на очереди станет Balthazar Gold от Citadel. В ней красим трубочки и разнообразные элементы. Панель на цистерне и верхние вентили на емкостях. Вот так это все выглядит. Теперь делаем смесь из A75 Steel от Acrylic Enamel и Abaddon Black от Citadel в соотношении 1 к 1. И красим ею те самые ободки из стяжек и всякую мелочь в придачу. Таким вот образом. А сейчас берем A72 Gold от Acrylic Enamel и красим геральдику, аквилу, черепок на панели, а также малый герб Mechanicus на выступе средней емкости. Теперь распечатываем на принтере номер объекта, вырезаем аккуратно ножом цифры и буквы и, прикладывая его к емкостям, задуваем из аэрографа черной краской. На заборе же, наоборот, использую белую. А когда все основные цвета наложены, пришло время состарить эту груду металла, придав ей вида давно используемого индустриального объекта. Начнем с краски A51 Rust от Acrylic Enamel, цвет ржавчины. С помощью поролона хаотично наносим ржавчину на все подряд.
Уже неплохо, но это еще не все. Берем Morphank Brown Цитадель и с помощью все той же губки наносим краску поверх ржавчины и рядом с ней. Что ж, теперь ржавчина выглядит ржавее. Пришло время проливки. Наносим ее, создавая разводы и подтеки. Ну и естественно хайлайтим все оставшееся разными красочками и кистью для драйбраша. И финальное действие. Склеить все это в кучу с помощью суперклея. Наслаждаемся результатом. Выводы. Первое. Самодельный террейн при должном старании и усердии может выглядеть не хуже, чем покупной террейн от Games Workshop. Второе. Самодельный террейн здорово экономит ваши средства и позволяет их потратить на что-то более полезное для вас, например, на миньки для армии. Третье. Создание террейна – это увлекательное занятие, требующее от вас проявления воображения, а также позволяющие вам собрать интересные нешаблонные конструкции и объекты для настольной игры или же для использования их как фона для фотографий ваших миниатюр. Четвертое. В процессе работы над тем самым террейном вы улучшите все необходимые для хобби навыки, без риска запороть дорогостоящий покупной пластик от Games Workshop. На этом у меня все. Если вам понравился данный ролик и вы хотели бы видеть больше подобного рода контента, то приглашаю вас под видео поставить лайки, подписаться на наш канал. И не забывайте также про наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке и про наш Инстаграм-канал, где фотографии наших обновок появляются быстрее, чем видео на канале. И само собой не забывайте нажимать тот самый колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе нового видео на нашем канале. Всем спасибо за внимание и до встречи на канале The Beggar Guardsman. Покеда!